Всем привет! Привет! Меня зовут Ярослав. Меня зовут Ира. Мы муж и жена. И мы живем во Вьетнаме уже 5 месяцев. И мы в этом видео хотим рассказать, что нам нравится во Вьетнаме, почему мы переехали сюда. И обо всех плюсах, которые мы для себя подметили. И первый плюс для нас – это цены на аренду жилья. Мы снимаем свой дом за $155. Это 4 миллиона донгов по местным деньгам. Плюс около миллиона донгов уходит в месяц на электричество. Это примерно $40. Ну и в общем-то все. Цены на жилье – это для нас был плюс, потому что мы не располагаем супер-пупер финансами какими-то. И, в общем, мы бы, конечно, хотели жить в Португалии, в Испании, мы рассматривали этот вариант, но на данный момент нам недостаточно тех денег, которые мы зарабатываем, чтобы комфортно себя там чувствовать. Возможно, это случится в будущем. Да, основное для нас при выборе страны Вьетнама были доступность цен. Так, чтобы снимать хорошее жилье и платить за него небольшие деньги. Мы не платим за интернет, за воду. Плюс качество этого жилья. Мы живем в доме. Отдельный дом. Отдельный дом. Свой. У нас своя, так сказать, придомовая территория, как бы мансарда, что ли, как это называется, да. Там, где у нас диван, стоит стол, там, где мы под навесом ставим мопед, гамак у нас там. Рядом у нас сад с фруктами. Там курица бегает. Ну, в общем, это приятно на самом деле. Жить за $155 в таком месте. Здесь есть цены, конечно, и выше, чем $155. Все зависит от качества, престижности этого жилья. Можно снимать за $1500 здесь виллу. Шикарный дом. Вот. Можно за 500, за 300. То есть у кого какие возможности. Но в то же время можно снимать дешево, и это большой плюс. Следующим пунктом это идут цены на продукты. Цены на продукты здесь плюс-минус такие же, как в Украине, либо же как в Египте. То есть мы чувствуем себя здесь комфортно, мы не тратим много на то, чтобы кушать. Мы готовим в основном дома, редко ходим куда-то в кафе. Если сравнивать, к примеру, с Болгарией, где мы какое-то время жили, то в Болгарии намного дороже цены на продукты, и там статья расходов именно на питание значительно выше. Ну и качество продуктов здесь довольно-таки высокое. Я помню, вот в Польше курица, вот сколько я ее не ела, она всегда была с душком. То есть здесь всегда свежие продукты и цены очень низкие, да. Овощи, фрукты, морепродукты здесь действительно всегда свежие и по доступным ценам. Да, ну про это мы отдельно еще скажем. Что касается таких экзотических для этой местности продуктов, как сметана, творог, то они здесь тоже есть на самом деле. На канале есть про это видео, так что я прикреплю в комментарии, где это найти. Если будете в мой нет, то сможете также полакомиться творогом и сметаной, если вам это нужно. Ну, а еще вот какой есть плюс, это что здесь можно найти привычные нам продукты. Даже гречка, которая, в принципе, в Азии ее нет, но здесь в магазинах она продается, копченая рыба продается, наша селедка, скумбрия. То есть тоже большой плюс, если сильно соскучился по дому, то можно найти эти продукты. Квас. Я видела, да. Тут местные, наверное, кто же здесь живет, локалы, лепят пельмени, там вареники тоже здесь продают. Пирожки, да, то есть, да, здесь тоже. Не то, чтобы нам это нужно, но это тоже плюс. Еще одним важным фактором при выборе страны для нас был климат. Так как мы с Ярославом любим теплый климат. Мы нормально переносим холод, но хотелось жить более в теплой стране и чтобы тепло было круглый год. Ну, я не очень, конечно, люблю мерзнуть. Иногда, правда, конечно, хочется прохлады, но в основном, когда холодно, я чувствую себя не очень комфортно. Поэтому, когда тепло, это классно. Мне это нравится. Да, здесь, конечно, порой бывает слишком жарко. Невыносимо даже жарко. Невыносимо жарко. В сезон дождей здесь бывает влажно, вот, плюс жарко, плюс влажно, это тоже так непросто, все ощущается не очень комфортно, но ко всему привыкаешь, во-первых, во-вторых, у нас есть кондиционер, слава богу,
И, в общем, мы его очень активно используем. Кондиционер плюс вентилятор, и вообще все, никаких проблем. Это главное в самый пик жары переждать под кондиционером, а утром, вечером жить можно абсолютно спокойно. Ну, опять же таки, зависит от человека, конечно, кому нравится тепло, жара, он нормально это переносит, кто-то любит холод и нормально его переносит. Ну, в общем, мы хотели жить там, где тепло. Мы не хотели мерзнуть, поэтому мы не рассматривали Норвегию. Плюс еще... Да, у меня в организме хроническая нехватка витамина D, поэтому такие страны, как Норвегия, Англия, наверное, вот они мне категорически не подходят, потому что за счет витамина D мой организм себя чувствует лучше. Во Вьетнаме есть сезонность. Полгода здесь дуют ветра и более низкая температура и более сухо. Вторую половину года здесь идут дожди, сезон дождей и более, так сказать, душно, потому что меньше ветра. Вот эта часть года, когда дует ветер и сухо, то она считается здесь сезоном. В это время сюда приезжает основная масса туристов. Сюда приезжают любители водных видов спорта, таких как кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг, потому что здесь дует ветер, здесь благоприятные условия для того, чтобы кататься. Ну и для туристов здесь более комфортные условия, не так жарко, нет дождей. А вот вторая часть года, она начинается с марта и заканчивается в сентябре-октябре, это как раз сезон дождей. И вот как раз, когда мы сюда летели, мы переживали, что как раз вот мы попадаем на этот сезон дождей, мы начитались, что здесь очень тяжело жить в это время, и думали, что, наверное, нам будет очень тяжело, и мы будем страдать. Но в итоге все оказалось не так страшно, как рассказывали, как писали. Да, дожди есть, дожди были, но это не так критично, как может показаться. Наоборот, даже когда дождь проходит, становится прохладно. И когда дождь идет, как-то в квартире, в доме как-то уютно, приятно. В общем, кто как к этому относится. Ну, например, я люблю дождь. Вот, для меня это не минус. Плюс, когда дождь пройдет, то потом все равно все быстро очень высыхает. Здесь нет такого, что как где-то в Англии, что постоянно стоит Влажно, вода да. везде на улицах. Там, да? Да, и когда идет дождь, какая-то смена картинки происходит. Угу. Да. Потому что когда вокруг жарко, солнце светит, то хочется какой-то смены. И как раз дождь вносит вот этот корректив. А если еще сильный дождь, когда пальмы колышутся там, то вообще такое очень такой интересное. экшен получается, вообще что-то такой, необычное происходит, да, прям. То есть, потому что иногда хочется все-таки какой-то прохлады, потому что мы все-таки из города Запорожья, из центральной южной Украины, у нас такой климат, что у нас все 4 сезона есть. Мне нравится весна, осень, когда так прохладненько немножко, то когда дождь идет, бывает иногда вот как раз прохладно. Но вот когда будет зима, когда будет холодно, вот как раз здесь еще мы померзнем по вечерам, да, потому что я это знаю на своем опыте, я здесь уже жил в 2019 году, поэтому зимой здесь будет более комфортный климат для того, чтобы здесь жить. Вьетнам – это вечно зеленая страна. И это очень здорово, потому что нет никакой серости. Вокруг тебя постоянно много цветов цветет всеми красками, которыми здесь только постоянно можно цветут цветы. Одни все отцветают, другие начинают цвести. Очень много разных экзотических растений, и это прям радует глаз. Вот. Приятно очень находиться в месте, которое просто как с картинки на самом деле. Да, оно действительно картинка. Да. Потому что вот до сих пор мне не верится, когда я выхожу у нас с дома, есть пальмы, мне не верится, что я живу в таком месте, где эти пальмы. Ну, вид просто потрясающий. Да, очень классно на самом деле, что у нас прямо возле нашего дома растут пальмы с кокосами, и хозяйка ходит, периодически эти кокосы срезает, нас угощает, в общем. У нас мачете есть, мы это мачете разрубываем этот кокос, пьем этот кокос, ну, в общем. В плане растительности, да, иногда бывает, я тоже ловлю себя на мысли, что вообще какое прекрасное место, в каком прекрасном месте я живу, как мне оно нравится, на самом деле. Потому что мы до этого жили в Египте,
А в Египте там вообще пустыня. Вот везде вот эта пустыня, песок, эти горы тоже голые. Там, где отели, там, где люди живут, конечно, они там выращивают всякие растения, но так, если вообще где-то ходишь, ездишь по дорогам, то везде песок. И это, в общем-то, тоже своеобразно, конечно, так интересно, но как-то безжизненно, в общем-то, Да, да. хотелось Вот красок всегда. хочется каких-то красок, какое-то разнообразие, хочется запахов вот этих, да, которые дает растительность, лес, прохлады, да. Вот, поэтому в плане растительности, да, для нас это плюс, нам это нравится. И, конечно же, как без моря. Я для себя давно поняла, что я люблю море, и мне нравится жить возле моря. Но Да. это же классно, когда ты просто в любой рандомный момент можешь выйти и пойти на море. Пойти на пляж, Пойти на пляж, позагорать. да. Круглый год лето, море под боком. Вообще не жизнь, а рай. Да, всегда можно покупаться, сходить, всегда можно позагорать на пляже. И вообще просто выехать на мопеде куда-то на базар там за продуктами, и каждый раз выезжая, смотря на это море, доставляет какие-то такие приятные ощущения внутри, осознание того, что живешь в таком месте. И запах тоже моря, он тоже очень классный на самом деле, когда такой бриз с моря, то очень приятно дышать этим воздухом. Воздух чистый, да, воздух не загрязнен, как в больших городах. Мы живем в деревне Муйне, здесь спокойно, здесь мало трафика. Ну, бывает, конечно, туристы приезжают, но в основном здесь спокойно, мало трафика, мало выхлопных газов. Да, море, наличие моря – это один из важнейших критериев, потому что, помнишь, мы в Румынии когда были, думали, может быть, Румынию рассматривать, Да, да. но нет моря, и мы поняли, что нет. Да, когда мы жили в Румынии, мы немножко жили в Румынии. После того, как я выбрался из Украины, то мы жили в Бухаресте. Нам понравилось, кстати, в Румынии, нам понравилось жить в Бухаресте. Румыны понравились, язык румынский понравился, и мы даже цены понравились в Румынии, кстати, да. Качество продуктов понравилось, и даже аренда жилья была вполне себе доступная. Но нам не хватало там какого-то водоема, моря, либо реки, куда мы могли бы ходить и ходить на пляж. Да, и еще я хотел добавить про море, что для меня важно было наличие моря, потому что я увлекаюсь кайтсерфингом. Это такой водный вид спорта, для которого нужен водоем, в идеале море и ветер. Вот, поэтому в этом плане, да, тоже море было важно. И раз уж пошла речь про море, то хотелось бы также сказать, что исходя из нашего опыта, то, что мы до этого жили в Египте, то для нас плюсом жизни здесь является, может быть, для кого-то покажется это странным, но это свободный доступ к пляжу. То есть можно свободно приехать на любой пляж, на него зайти, на нем быть, купаться. Даже во многих отелях можно сквозь отель пройти и спокойно прийти на пляж, и на пляже быть, загорать, купаться, и никто никого не прогонит. Почему это так? Потому что, будучи в Египте, мы увидели, что в Египте все пляжи практически закрыты. Через отель на пляж пройти невозможно, тебя никто там не пропустит. Только заплатить Только заплатить. за пребывание, да. Если ты хочешь ходить на пляж, то ходи на платные пляжи. Там, где, казалось бы, пустой кусок песка с морем, он почему-то загорожен забором, потому что там, видимо, какие-то инвесторы купили эту землю и хотят строить отель. Но все загорожено. Поэтому здесь пляжи свободные, мы чувствуем себя свободно, приезжаем куда хотим и купаемся, загораем. Хочется добавить еще один плюс. Это про людей, которые здесь живут, про вьетнамцев, про то, какие они открытые, доброжелательные, отзывчивые. Можно привести, к примеру, такой случай, который вот у нас был недавно. Недавно мы ездили в путешествие на маяк Кега. Это известный маяк во всем Вьетнаме, его еще строили французы. И у нас была годовщина свадьбы, и мы поехали в путешествие. Мы ехали, и начался сильный дождь.
мы нашли место, заброшенная там кафешка была с навесом. Мы туда быстро заехали, спрятались под навесом. И там еще машина стояла, там какие-то люди, вьетнамцы, они, видимо, Семья, да. путешествовали, да, там семья. И они тоже решили запрятаться под этим навесом, переждать дождь. И вот как раз перед тем, как этот дождь начался, мы искали кафешку, где покушать. Уже кушать хотелось. А они начали готовить еду. Они достали такую горелку газовую, там кастрюлю, морепродукты, там креветки, крабы, там Ракушки ракушки, всякие, в мидии общем, там. да, и начали готовить вот прям на этой горелке, в общем, они это любят, у них это принято. И я так ходил, так косился, еще прикалывался. Ира, говорю, скажи им, чтобы они угостили меня едой. Вот. Да. И, в общем, мы так вот стояли, и в какой-то момент они вот просто предложили, хотите тоже, вот присоединяйтесь, кушайте. Мы такие, да, было очень приятно, на самом деле. Они нам насыпали там по целой тарелке Супа с с лапшой и крабами, морепродуктами. да, это было очень вкусно. Потом дали еще воды, Арбуз. арбуз еще дали, воды еще дали, в общем, по бутылке 0,5. В общем, Да, да, люди здесь хорошие. действительно доброжелательные, улыбчивые, приятные. Приятно. И еще один большой плюс Вьетнама – это наличие фруктов. Большого количества экзотических для нас фруктов. Цены на них очень низкие, разнообразие очень большое. И нам это очень-очень нравится. Что именно нам нравится в местных фруктах? Это манго, ананасы, маракуйя. Маракуйя – это вообще райский фрукт, ну, лично для меня. Папайя, виноград здесь есть, клубника, саподилья. Бананы Бананы разных видов. Манго тоже, кстати, разных видов есть. Джетфрут, Драгонфрут, драгонфрут, да. Драгонфрут – это вообще местная достопримечательность. Здесь даже памятники ставят драгонфруту. Он есть разных цветов, разных вкусов. Есть белый, желтый, красный. Манго тоже есть разных видов. Вот здесь есть. Есть местные манго, есть привозные манго. Да, китайский манго есть, он совсем другой на вкус. Маленькие, большие, для салатов, для десертов. То есть манго здесь такое большое разнообразие на любой вкус. Вот, потому что в Украину привозится еще зеленый манго, да. А здесь он продается правильный, дозревший, как должен быть, и вкус кардинально отличается. Что в Украине, когда мы жили, мне не нравился манго, не нравился его вкус, он для меня был странный, но переехав за границу, я распробовала его, и мне действительно начал нравиться манго как фрукт необычный, и вкус у него очень вкусный, приятный. Еще мы нашли здесь сливы, такие сливы, как алыча, такие же самые по вкусу, как у нас в Украине. Мы делали компот из этой сливы, тоже очень вкусный. Ананасы мы покупаем тоже здесь, нам очень нравится. Ананасы можно попросить сразу же на базаре, их могут почистить. Мы любим очень делать сок из ананаса, это очень вкусно. Еще здесь очень вкусные мандарины, они здесь заменяют апельсины. Они такие большие, здесь зеленые, и мы из них тоже делаем фреши, вот так вот выдавливаем, в общем, потом с водичкой можно перемешать и просто вот так пить такой напиток, тоже очень классно. Виноград китайский, вот Ира недавно здесь нашла, он такой большой, без косточек. Мясистый, тонкая кожура, то есть в нем вообще все, что можно идеально подчеркнуть из винограда, вот собрали именно в этом винограде. Да. Цена 55 донгов он стоит. За килограмм. За килограмм, да. То есть это большая гроздь получается, и он потрясающе вкусный. Да, он у нас улетает вообще раз-два. Кстати, вот недавно, на днях, я нашел на базаре, купил хурму. Хурма, она такая вот какая-то квадратная. Квадратная, здесь. Красная. Я сначала подумала, что красная, это помидоры. Да, очень вкусная хурма тоже улетела у нас вообще. Да. И она не терпкая. Да, менее терпкая. Да, еще здесь есть личи, рамбутан есть. Это такие... Драконий фрукт, да. Драконий глаз. Этот джетфрут. Джетфрут. Джетфрут, у него такой очень, конечно, специфический вкус. Этот вонючий. Дуриан.
Дуриан, Куда же да. без дуриана в Азии, тут он везде. Дуриан здесь очень любят, он здесь считается таким топовым фруктом. Да, мороженое с дурианом, конфеты с дурианом, эти круассаны с дурианом. Тут, короче, очень любят дуриан. Очень специфический фрукт на любителя. Да, такой как будто сладенький вареный лук. Немножко Но я, есть у него кстати, такой еще привкус. не пробовала его. Вот. Да, 5 месяцев прожила уже во Вьетнаме и еще не пробовала ни разу. Он мне Ну, просто так воняет, что мне как-то вот вообще да, не кстати, хочется. дуриан запрещают даже в ручной кладе в самолете Даже во перевозить. многие гостиницы запрещают с ним проходить, потому что он очень вонючий. И это действительно так. В местах, где его продают, а его продают целым, это такой большой яйцо такое, не знаю, шар, а внутри мякоть. Его продают либо целым, либо уже порезанным. И вот в местах, где его продают, там стоит запах, конечно, сильный. Да. Ни с чем он не сравнится. Вот за километр понятно, что там его продают. Поэтому- Кукуруза здесь тоже есть, кстати, для нас было. Ну, для меня лично было для меня удивительно, что здесь Для меня кукуруза. нет. Да, но мы покупаем, тоже варим кукурузу. Да, мне нравится. кукуруза вкусная, сладкая, быстро готовится. Продают ее везде, в маркетах продают по 3 штучки под пленкой, целые початки. Ну, то есть кукурузы много, кукуруза вкусная, сладкая всегда. Так как у нас есть блендер, то мне очень нравится делать смузи. Я беру манго, ананас, папайю, маракую, все это перемешиваю, и получается такой густой напиток, очень вкусный и очень полезный. А, есть еще яблоко, вот это азиатское, да? Да, яблоко азиатское. Оно здесь тоже считается таким... Не, сахарное, но не азиатское, оно сахарное Сахарное яблоко. яблоко, оно считается таким здесь топовым фруктом среди азиатов. В общем, они его очень любят. Но мы его кушали, нам он так, ну, как-то никак. Но мы его в Египте же кушали, и он был еще не спелый. То есть, возможно, нужно дать ему еще один шанс. Ну, может быть, да. Да, ну вот он тоже растет везде на улицах, его много деревьев, вот как у нас шелковица, примерно так. Вот у меня такая ассоциация. У нас во дворе тоже растет. А здесь еще есть, как они называют это, азиатское яблоко или как? Или слива? Кешью? Кешью, да, то есть тоже Плод кешью, плод ореха кешью, кешью, да, да, он они отдельно его продается. варят из него компоты, варят из него варенье, едят так просто, в общем, любят его азиаты. Мы не поняли его вкус, какой-то он... Ну, такой Какой-то травянистый, не какой-то был. травянистый, чуть-чуть сладенький, да. В Ну, общем, тоже вот необычно было видеть такое, что-то новенькое для себя. То есть, ну, я нигде больше такое не видела. да, что касается этого яблока, то все-таки нам больше нравится сам орех кешью. Вьетнам вообще в мире является одним из самых топовых стран по экспорту кешью. В общем, они его здесь выращивают. Он здесь растет просто как в посадке может расти кешью. Можно там пойти нарвать его, да. Он, в общем, здесь как у нас грецкий орех. Ну да, как и кокосы здесь, пальмы тоже И с кокосы кокосами, здесь везде, да. много вообще мест. И банановые тоже пальмы, я видела, просто где-то заброшенные участки, и там много банановых пальм с бананами. Бананы, да, бананы здесь есть такие маленькие, Маленькие, есть это местные, большие. они самые вкусные. Да, они такие более сладенькие, Они другой вкус у сладенькие, них. есть побольше мясистые, они больше как какие-то кормовые, что ли, ну, то есть их для жарки используют. И есть привозные, вот большие, длинные, к которым мы, в принципе, привыкли. Но самые вкусные это вот эти вот маленькие, азиатские, тоненькие, и у них очень тонкая кожура. Вот. Это самые вкусные бананы, и стоят они, по-моему, что-то 20 донгов за килограмм, то есть очень дешево. Да, очень доступно, да. Да, большая связка на килограмм выходит. Короче, фрукты здесь вообще топчик, экзотические фрукты. Арбузы, да, здесь очень вкусные арбузы, они такие продолговатые. Все арбузы, которые мы покупали, они были вкусные, сладкие, не гнилые какие-то. Если взять дыню, то дыни здесь невкусные. Дыни, они здесь выглядят как дыня, но они как по вкусу, как огурцы какие-то, Это не сладкие. тоже азиатская дыня. Вьетнамцы любят ее, им нравится вкус, но мы не поняли его. Какой-то недоогурец. Да, что-то не то. То есть даже покупала и спрашивала, сладкая ли дыня. Мне продавец сказала, да, сладкая, очень вкусная. По итогу не, ну какой-то огурец и невкусный огурец. То есть, короче, мы вообще не поняли, что это такое. В общем, решили, что пока мы дыню покупать тут не будем. Здесь еще очень много продается помело.
О, точно, помело, да. Ее продают чищенной, продают целой. Вот чищенная многие продают, тоже пачка 30, по-моему, донг, да? А вот это помело и вот этот вот грейпфрут. Это не грейпфрут, это помело. Это помело, Это да? помело, да, грейпфрута нет. Да, все, помело, да. Да, вот Да, тоже кстати, грейпфрута здесь нет. нету грейпфрута, да. Лаймы здесь, не лимоны, а лаймы везде Да, продаются. лимон как-то я и не видела лимон. Может быть, в одном месте где-то видела, но в основном, да, лаймы они. Апельсин привозной, апельсина здесь нет. Яблоки привозные. Есть вьетнамские яблоки. Вкусные яблоки, кстати. Нормальные яблоки, да. Есть да. австралийские яблоки. Да, австралийские, в основном австралийские. Киви австралийская тоже привозное здесь. Киви. Вчера я купил грушу азиатскую, кстати. Азиатскую, да. Да, груша здесь тоже есть. Необычная. Она как будто бы смесь груши с яблоком. Короче говоря, фруктов здесь просто море, и они вкусные. Дешевые. И очень приятно жить в месте, где есть так много доступных экзотических вкусных фруктов. Ну и, конечно же, так как Вьетнам страна, которая находится на побережье моря, здесь очень большой выбор морепродуктов. А еще мы же живем в деревне Муйне, в рыбацкой деревне Муйне. И в эту рыбацкую деревню Муйне съезжаются толпы туристов вообще со всей Азии, со всего Вьетнама, вот прям Да и с мира. и с мира, да, и вот как раз они вот во всех этих ресторанах, кафешках кушают эти морепродукты, и здесь их можно дешево купить, если знать, где покупать. Кстати, на нашем канале есть ряд роликов, которые посвящены именно морепродуктам, поэтому я прикреплю в описании под этим видео, можете перейти тоже посмотреть про морепродукты. Морепродуктов очень много, они разные, что-то мы знаем, что-то мы вообще не знаем, что-то такое страшное, что и не хочется знать. Доступные цены и свежесть этих Они морепродуктов. живые, Да, то они есть живые, считай, продаются здесь на базаре. Отличие, да, вот от Не замороженные. многих стран, это то, что их продают либо в тазиках еще с водой, с кислородом вода, и они еще живые. То есть ты берешь по факту живое что-то. И можешь не сомневаться в его качестве. И в кафешках во многих аквариумы с морепродуктами, и ты сам выбираешь, что ты хочешь, чтобы тебе приготовили. Оно еще плавает. Да, то есть оно все живое в этих аквариумах, то есть это здорово. И цены в кафешках на морепродукты довольно-таки низкие. То есть мы вот брали устриц на гриле, 10 устриц, 100 донг. 10 донг это где-то 15 гривен, то есть 150 гривен за 10 устриц, ну это вообще шара. Вот. Еще здесь гребешки вкусные тоже, это такие ракушки, тоже вкусные очень. Мы любим покупать креветки, нам очень нравится креветка, это прям топовый морепродукт для нас. Вот, да, кстати, вот в тех видео, которых я упоминал, там тоже вот на базаре мы снимали цены, какие они есть, тоже переходите, смотрите, там действительно интересно. Рыбы очень много всякой, тунец есть. Ну, рыбу да, мы... кстати, тунец тоже довольно-таки дешевый. 70 доньгов за килограмм, да. Осьминоги, кальмары, вот это все. Лобстеры, лангустины. Лобстеры, да, лобстеры. Мы последний раз нашли такую точку здесь, где вообще самые дешевые лобстеры, наверное, в Муйне. Есть видео отдельное на канале, переходите. Там лобстер за килограмм $18 стоит. У нас мангал дома мы купили. Порой бывает иногда жарим там курицу, морепродукты какие-то. Это, в общем, кайф. Да, это нам очень нравится. Еще здесь очень классно, что здесь вообще здесь практически все ездят на мопедах, на байках. И купить здесь мопед, либо взять его в аренду, это очень просто и очень доступно. Где-то $200 и все, и у тебя мопед, на котором можно спокойно ездить куда-то на базар, там, по делам, ездить в какие-то небольшие путешествия или большие путешествия, зависит от того, какой мопед, чтобы он не сломался. Вот мы недавно ездили 50 километров в одну сторону на Маяк Кега, тоже у нас было такое путешествие. Очень классно быть независимым со своим транспортом, это очень здорово, потому что в Египте мы жили. Там, чтобы купить мопед,
нужно оформлять его на какого-то египтянина. То есть ты не можешь купить мопед и оформить его на себя. То же самое касается и автомобиля. Ну, а аренда тоже там что-то недешево аренда там выходила. тоже то есть, стоила дороже, да. да, что мы посчитали, что нам выгоднее на такси перемещаться, чем брать машину в аренду, там, либо мопед. Да, да, да. Там, то здесь, да, и здесь большой плюс, что за небольшие деньги ты получаешь свой личный транспорт. Да, То есть бензин здесь дешевый. да. Бензин дешевый, да. Бензин здесь стоит 20 деньгов литр. И вообще, на самом деле, очень так прикольно сесть на мопед вдвоем, куда-то проехаться с ветерком, куда это... Ну, это как такое своего рода тоже развлечение, такое очень интересно. Плюс мы ездим, я катаюсь на кайте тоже, доска, в общем, кайт, и поехали, все очень удобно. Продукты с магазина тоже привезти, в общем, очень классно. Ну и в продолжение темы про мопед хотелось бы отметить качество их дорог. Да. Дороги здесь классные. Дороги здесь хорошие, ровные, широкие, хорошо освещены. То есть ты едешь и получаешь одно удовольствие, потому что мало где я видела, что была плохая дорога. Может быть, это где-то мы там проезжали в какой-то маленькой деревушке, какой-то там был участочек такой. Да. То есть, а так вот везде, вот мы ездили, и в Камбоджу мы ездили, и вся дорога гладкая, ровная, без ям, без вот этих вот перепрыгов. Ну, короче, классно. Молодцы вообще вьетнамцы, дороги у них топчик. Что касается Камбоджи, мы ездили не на мопеде, мы ездили на слипербасе. Слипербас – это еще один плюс Вьетнама, особенность Вьетнама – это автобус, в котором можно спать. Как в плацкарте или в купе у нас, в поезде, да? То есть можно лечь у себя на втором или на первом этаже, зашториться. У тебя панорамное окно. Окно, есть телевизор, зарядка USB. Лампочка, в общем, лежишь, прям кайфуешь. Шторка на окне, вот плотная, шторка что ты зашториваешься. Да. Шторка от соседей и Wi-Fi. И Wi-Fi. Wi-Fi. Да, вот тоже это настолько офигенный вид транспорта для путешествий, для небольших поездок, для больших поездок. Особенно если ты выезжаешь ночью, то ты просто ложишься, спишь, а утром просыпаешься, то есть ты выспанный. И приехал. Да, и у тебя там ничего не болит, нигде не так как дороги хорошие, то нигде ничего не трясет, едешь комфортно, спишь себе комфортно. Они бывают разных классов, уровней и цены, соответственно. Там, где есть более комфортные, такие широкие места, там вообще прям можно разложиться. Да, вот да. Вообще кайфуешь, лежишь. Ну, есть как бы более маленькие. Но они все равно это... Все равно комфортно, очень классно. Это намного удобнее, комфортнее, чем ехать сидя куда-то далеко. Да, есть... и получается, что как бы у тебя соседа нет. То есть ты же сам находишься. Сам в своей ячейке находишься. Да, вот мы ездили, когда в Камбоджу, у нас был супер классный автобус, и там даже регулируется сиденье, что ты из лежачего положения, ты как бы в сидячее садишься. Это тоже очень удобно, надоело лежать, ты себе сел. Но это большой плюс Вьетнама, потому что я больше нигде не видела такого транспорта. Да, на самом деле было даже удивительно, почему в Европе, в Украине нет таких автобусов. Возможно, это связано с мерами безопасности, да, что это менее безопасно, если автобус перевернется, то, возможно. Кстати, скоро мы поедем на Визаран, очередной Визаран, обновлять себе визу в Камбоджу, заснимем видео, как мы делаем этот Визаран, как это все происходит, поэтому подписывайтесь на канал. Вот, чтобы не пропустить это видео. Ну и заодно покажем вам слипербас. Да. Ну и, пожалуй, один из самых больших для меня лично плюсов это Lazada, это местный Алиэкспресс, да. На Lazada есть все, вот как на Алиэкспрессе, может быть чуть поменьше, но есть все. Все очень дешево стоит, как на Алиэкспрессе. Тебе доставляют прямо домой, прям в руки, отдает тебе курьер твою посылку. На мопеде приезжает? Да. Позвонил такой, Lazada, I'm here. Да, ты выходишь, он тебе дает в руки, ты даешь ему деньги, все. Если вдруг тебе товар не подошел, ты на Lazada оформляешь возврат,
курьер приезжает, забирает, тебе потом деньги возвращаются. Ну, то есть вообще мы столько всего уже купили полезного на самом деле. Даже вот этот штатив, на котором сейчас стоит камера, мы там купили очень доступно. Плюс много чего по быту, сетки на окна от комаров, москитов мы купили там. Да, вообще. Я даже овсянку там заказывала, потому что овсянка на Лазаде с доставкой выходила дешевле, чем в магазине. Ну, конечно, я сразу заказала 5 килограмм ее, но это было все равно дешевле, почти в 2 раза мне вышло дешевле, чем если бы я покупала в магазине. То есть на Лазаде есть все, даже продукты питания, там даже рыбу я видела продают. Вот все, что хочешь, есть на Лазаде, и это очень удобно. Ты можешь оплачивать наличкой, можешь картой оплачивать, украинской, кстати, картой тоже можно оплачивать. Ну, короче, вот Лазада – это прям моя любовь. Да, чувствуешь себя как-то очень комфортно, чувствуешь себя вообще на самом деле в цивилизации, что ли, что все, что ты хочешь купить, все ты можешь купить. Вот в Египте мы жили, там нет такого сервиса. Но там, нет, там есть Amazon. Но на Амазоне цены совсем другие. Да, и есть еще такой момент, что ты заплатишь налог за свою покупку, и твой налог может превышать стоимость твоей покупки. То есть, как бы, и ты не знаешь, сколько будет налог, потому что это все зависит от человека, который тебе будет выдавать посылку. Ну, то есть там в Египте свои нюансы. Но... Да, кстати, здесь насчет налога, и если заказывать сюда с Алиэкспресса, то есть налог на ввоз товаров с Китая, с Алиэкспресса, поэтому лучше здесь заказывать на Лазаде, либо есть еще такой сервис, как Shopee. Он тоже работает по Юго-Восточной Азии, и это тоже является большим плюсом для комфортной жизни. Вот еще сейчас вспомнила, один большой плюс – это мобильная связь. Здесь, во Вьетнаме, очень хорошая мобильная связь, и дают на день там очень много гигабайт интернета, и это стоит недорого. 80 донгов я на своем пакете плачу, по крайней мере. Да, у меня 100. И никогда не испытывал какого-то недостатка в мегабайтах, в общем. Хотя смотрю YouTube, там видео, все. Да, то есть вот в Египте, помнишь, там дорого было. Там я в месяц платила, по-моему, 400 фунтов. И у нас мало было интернета, то есть, ну, как бы не безлимитный, и прям приходилось экономить. То здесь вот во Вьетнаме большой плюс – это мобильная связь и ее доступность, и то, сколько они дают тебе в месяц, какой у тебя пакет по интернету. Вот такие плюсы для нас во Вьетнаме. Для нас они существенные, поэтому мы выбрали это место для жизни, и нам оно нравится, и мы не планируем пока что отсюда уезжать. В следующем видео мы расскажем о всех минусах, которые здесь есть. Расскажем честно, постараемся все вспомнить, все упомянуть. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а если вы также находитесь, как и мы, во Вьетнаме, напишите в комментариях, какие для вас были и есть плюсы, почему именно вы выбрали для жизни Вьетнам. Нам будет интересно почитать. Будет интересно на самом деле. И вообще, если вам что-то интересно узнать про Вьетнам, напишите в комментарии, мы с удовольствием снимем еще ролики и осветим эту тему. Ставьте лайки, нам будет очень приятно, это поможет продвижению нашего канала. И спасибо за внимание, увидимся в следующих роликах. Пока! Пока-пока!